прошлом видео мы снова, в который раз, постарались убедиться в том, что наша мечта является той самой мечтой и что она стоит того, чтобы начать концентрироваться на ней самому и тем более напрягать Вселенную помочь вам в ее осуществлении. А Вселенная будет вам помогать, она так устроена, потому что мы, ее частички, как капли дождя являются частичками мирового океана. Как только вы направили концентрированный луч своего внимания на то, что вы опрометчиво назвали мечтой, Вселенная тут же начинает включать все рычаги для осуществления вашей мечты. Вы и Вселенная тратите энергию, а результат вам уже завтра окажется ненужным. Вы потратили помимо энергии еще и время и снова находитесь в ноль точке вместо того, чтобы один раз разобраться в том, куда вы хотите идти и начать вместе со Вселенной это делать целенаправленно, последовательно и результативно. Так часто бывает, когда большинство абитуриентов не могут сообразить, куда им поступать после окончания школы. Зачастую поступают туда, куда хватает проходного балла, где легче учиться, где есть возможность учиться за счет бюджета страны, куда поступают друзья, куда рекомендуют родственники и так далее, а потом осознают, что учатся не там и жизнь катится куда-то не туда, а время что-то менять уже ушло и наступает переоценка ценностей и новый старт с ноль. Вот насколько важно сразу понимать, что ты делаешь и для чего. И только очень небольшой процент абитуриентов знают за несколько лет до поступления, куда и зачем они будут поступать, готовятся, учатся и именно они, как правило, потом становятся успешными не только во время учебы, но и в дальнейшей профессиональной жизни. Итак, давайте считать, что тему очень серьезного выбора своей правильной мечты, а точнее кристалла мечты, мы закрыли. Теперь вы полностью понимаете всю ответственность однажды принятого решения. Теперь сосредоточимся на начале движения к мечте. Еще задолго до этого самого начала осознанного движения к мечте ваше подсознание, не давая отчета сознанию, исследует и анализирует пространство вариантов возможного развития вашей судьбы. Вы еще даже не подозреваете об этом, но уже принимаете участие в выборе своего возможного будущего. Это происходит путем демонстрации вам всевозможных сигналов, которые вы оцениваете положительно, отрицательно или нейтрально. К примеру, вам часто попадаются на глаза авто разных марок и расцветок. И вы как-то реагируете на это, а подсознание и Вселенная фиксируют ваш выбор, сужая постепенно луч внимания на некоторых марках и некоторых расцветках из всего множества предложенных вам ранее вариантов. И вот вы уже постепенно приходите к тому, что вашей мечтой могло бы стать авто определенной марки и определенного цвета. Это и есть знаки Вселенной. В данном примере они являлись предвестниками вашего будущего. Те из вас, кто уже немного прокачал в себе внимательное отношение к таким знакам, понимают, что знаки сопровождают нас на протяжении всей жизни. Любые явления, которые подсознательно нас заинтересовали, начинают потихоньку проявляться в нашей жизни в виде знаков, и мы даем им оценку сначала тоже подсознательно. Постепенно многие явления, не получив поддержки сознания, уходят из подсознания, теряя актуальность. А те явления, которые мы лайкнули в нашем сознании, набирают силу и постепенно могут стать частью нашего кристалла мечты. С этого момента начинайте следить за знаками, но не за всеми подряд случайно попавшимися на глаза объектами. Знаками можно считать те явления, которые проявились в вашей жизни 2 и более раз и на которые вы отчетливо обратили внимание. Будьте активными строителями своего будущего. Не позволяйте случайно выбранному явлению стать вашей мечтой. И рано или поздно вы придете к тому самому костру после реализации мечты, сидя перед которым вы будете вспоминать эти знаки Вселенной, которые вы правильно почувствовали в начале, и период формирования кристалла мечты, и весь свой тернистый, но такой приятный путь к мечте. И вы будете благодарить себя и Вселенную за терпение, настойчивость, труд и душевную прозорливость. Поставьте свой лайк, если видео было для вас полезным, и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео. До новой встречи!